Представители знака зодиака Козерог. Козероги, мои дорогие, приветствую вас. Таро прогноз. Узнай будущее. Преломление реальности или что будет меняться, а что изменит вас. Это Таро прогноз на 10 дней, на декаду с 20 февраля и до конца месяца. Хотя энергии, которые мы можем ощущать в конце или с середины февраля, это несколько не совсем на короткий период. Потому что обусловлено все это ретроградностью. И если у нас был ретроградный Марс, и как раз с 20 по 24 он будет стационарный, это некоторое замедление в делах. Или нам может казаться, что жизнь стоит на паузе. Но все же 2 марта Венера будет ретроградной. А Венера — это не только вопросы любви, это еще и вопросы денег. Поэтому взаимоотношения, финансы вы можете ощущать очень, ну, как-то по-особенному. Почему? Потому что у нас еще Уран находится в знаке зодиака Телец, а вы, как и Тельцы, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. И поэтому все те, которые принадлежат к знакам стихии Земли, это еще кроме вас и Девы, вы можете вот именно ну, некоторый прессинг, когда и финансовые вопросы могут перекликаться или пересекаться с личной жизнью, или строиться на каких-то договоренностях, взаимоотношениях, когда вы можете сомневаться в человеке, когда вы можете подозревать его в хитром плане против вас. Ну, в общем, разные такие энергии. И это все продолжится, много событий, вплоть до середины апреля. Кому это интересно более подробно, я приглашаю на свой сайт. Это так и называется статья «Преломление реальности». Что же это в действительности происходит? И вы можете перейти на мой сайт или через вкладку «Сообщество», я там оставляла ссылку, или перейти в описание моему каналу, где высвечивается как раз сайт. И с сайта, уже находясь на моем сайте, или через меню, или через главную страницу, вы можете найти и прочитать. Мы идем дальше. Что же будет меняться в ближайшее будущее? Или что изменит вас? Ну, некоторая холодная такая аналитика, холодной головой, она как раз и может характеризовать этот период. Что же, с чем это будет связано, с какими событиями? По мнению карт Ленорман, потому что это событийный в основном ряд. А потом мы дополним картами Таро. Итак, события ближайшего будущего, что будет меняться? Достанем карту неожиданности. Пусть это будут приятные сюрпризы. В чем ваша сила, в чем ваш успех или какие энергии вам помогают? И по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь, отношения и карта совет, которую откроем в самом конце. Итак, что же будет меняться? Ну вот есть какая-то преграда, правда, все то, что я сказала. И гора — это препятствие. И у кого-то эта гора действительно большая гора, у кого-то холмик. С одной стороны, говорят, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. Может быть, и есть уже какая-то данность, которую вот вам нужно принять холодной головой и понимать. К примеру, здесь ведь некоторые вопросы, как я уже сказала, быстро не развиваются. И если присутствует в вашей жизни как регламент, к примеру, мы ждем кого как документа, и это всегда сопряжено с более четким периодом времени, когда нам говорят, ну, тебе надо подождать 5 дней, 7 дней или там 2 недели. Мы дожидаемся. Но если мы без конкретных сроков чего-то ждем, вот как мы ждем пустоту какую-то, или когда откликнется наконец человек, или нам что-то пообещали, и потом тоже какая-то качелеобразная ситуация. Поэтому не жди того, кто не придет, или не жди того, если в надежде, да, что у кого-то совесть заработает. Бывает такое, но нет, этого не произойдет. Вот для вас нужно определить такой тонкий нюанс, что же для вас какое-то препятствие. Это время вот этого анализа внутренней работы над собой. Время задать себе вопрос, в чем я допустил, может быть, ошибку, и куда в следующем или последующем времени нужно приложить свою энергию и силы. Поэтому разграничивайте. Здесь не будет общего знаменателя, потому что у кого-то это будет сопряжено именно с ожиданием документов, подписания, оформлений, соглашений или контрактов. А у кого-то это будет, ну вот, когда ничего не меняется, а я все сижу и чего-то жду. Поэтому изменять надо.
Тут действительно в преддверии ретроградной Венеры я должна сказать, это она в ретро-движение уходит 2 марта. А вот теперь в конце февраля она ведь тоже замедляется перед разворотом. И поэтому какая-то путаница может быть в нашем восприятии. И могут быть на самом деле те люди, которых мы можем, ну, где-то подозревать. Вы кому-то можете не доверять. И есть, может быть, реальный человек, который, ну, по фактам, если вы что-то разложите, вы понимаете, что нет, вот тут чудес не стоит ждать. Скорее мне тут надо соломки подстелить или где-то предусмотреть, что может пойти в любой момент что-то и не так. Человек нарушит обещание. И вы можете и в эти дни, кстати, с этим столкнуться. Но опять же, правильно соизмерять, что же это. Или какой-то хитрый план чей-то, или это действительно никто ничего не замышляет, а просто это на уровне нашего восприятия. Но когда выпадает аркан лиса, с одной стороны, будьте, себя берегите, мои дорогие, будьте милосерднее и добрее к самим себе. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Но и с другой стороны, это и вам тоже говорят, ты тоже такие энергии используй, ты где-то тоже будь хитрее. И это не значит, что мы с целью кого-то обмануть. Нет, тут самое главное вписаться в какую-то реальность, а она может быть разной. Что же будет меняться? Может быть, и человек какой-то поменяется, и для вас это будет несколько неожиданно. К примеру, кто-то обещал помочь, а здесь нет, он не помогает, он нарушает как раз какие-то прежние соглашения, и вы это видите как препятствие. А тем не менее, разговор на чистоту. Лилия– это искренность. Это надежные контракты, это надежные союзники, надежные ключевые партнеры. Но все же это через общение. Поэтому есть какая-то тема в вашей жизни, которую совершенно необходимо прояснить. Причем через разговор. Может быть, глядя человеку в глаза. Тогда вы точно можете понять, что же это. Может быть, и есть тот человек, все же по этому аркану часто как минимум один человек, но который к нам относится хорошо. Или дает дельные советы, исходя из той реальности, в которой вы находитесь. Но и самому где-то не зазеваться, все же я так вижу в этот период, тоже требуется. Но вы можете услышать, кстати, разную информацию в этот период. И среди этой информации что-то может быть и фейком. Допускайте это. Что верить всему услышанному в первый момент нельзя. Доверяй, но проверяй. Ведь карта Лиса об этом тоже говорит. И поэтому даже если вы будете находиться словно в ворохе информации, несмотря вот на этот какой-то информационный хаос, у вас все равно может быть вот среди этих новостей или каких-то событий есть как минимум один пункт или есть что-то важное, что вам нужно, ну, как вычленить, выделить. И именно с этого начать какой-то новый жизненный этап или оттолкнуться словно от этого. Может быть, это ваше решение, которое внутри вас самих. Вы с чем-то должны определиться. Может быть, у кого-то это через, опять же, отношения, и, может быть, отношения по работе или отношения в личной жизни, когда вы предпринимали многократно попытки достучаться до человека или словно пробить какую-то брешь в стене. Может быть, вы и думали, искренне надеялись, что это не стена, и не забор, а там находится дверь. И тут вы понимаете, нет, двери, оказывается, нет. Это просто стена. И тогда быть честным с самим собой. То действительно меняетесь вы сами, мои дорогие козероги, потому что не хочется из нуля в рогожечку, не хочется себя подвергать опасности, не хочется собой рисковать или не хочется тратить жизненные силы и энергию в пустоту или любить пустоту. У кого-то и так. И, видимо, вот такой анализ или аналитика холодной головой, здравомыслие, по сути дела, совершенно необходимо, потому что на пороге у вас перемены, мои дорогие козероги. И это прекрасная карта, когда исполняются наши желания. Поэтому какое-то желание у вас исполнится, или вы проясните какую-то обстановку. Для кого-то из вас возможность отправиться. Но если вы, опять же, просто ждете документов, к примеру, визы, она задерживается в этот период. Получите вы ее, не переживайте. Я так вижу, что все-таки те вопросы, и планетарно оно тоже так, те вопросы, которые были инициированы прежде, или то, чем вы уже прежде занимались, даже с какими-то, если и задержками, но значит, такой регламент у вашего дела. Оно будет решено.
Документы будут получены, важные бумаги подписаны. И если это было сопряжено с перемещениями, путешествиями, это путешествие состоится или куда-то переезд, или исполнится ваше желание. Для кого-то из вас это может быть, ну, знаете, как предложение, или вы сами к этому стремитесь, занять должность повыше, сделать карьеру, и тогда вот этот аркан или символ Меркурия будет говорить о том, что вы будете как с большим объемом информации, так и с большим количеством людей взаимодействовать. И поэтому точно совершенно необходимо вычленять, что же истина, а что ложь. Здесь не замечтаться и не зазеваться. Люди могут на вас воздействовать, пытаясь вас к чему-то склонить. И поэтому не уходите на эмоции. Холодная голова– ваш верный союзник. Но какое-то желание у вас как раз может исполниться в таком спокойном режиме неожиданности. Действительно, тут всему свое время. По аркану умеренности у нас проходит еще и не случайные случайности. Здесь можно воспринимать как это неожиданность, а тем не менее нам говорят, это причина и следствие. И для вас может проиграться такой момент, что вам придется поступать как-то совершенно по-другому. Вы прежде так не действовали, или это не входило в ваш какой-то регламент действий, не было отработано на каком-то шаблоне. И это будет сделать совершенно необходимо, чтобы словно сделать квантовый скачок в будущее. И эта возможность, она приходит, знаете, как из разряда назовите один раз в жизни, или очень редко нам бывает такая дана возможность. Я вижу, что вам нужно на что-то согласиться и чего-то не упустить, мои дорогие. Причем будет время подумать, это правда. Подумать время– это не значит, что вы месяц думаете. Примите во внимание простую физиологию, подсчитано физиологами, что в течение 15 секунд, ну пусть это чуть больше период даже, да, наш мозг, великий компьютер для нас самих, принимает решение. А думать мы можем месяцами, неделями, днями. Видимо, в более такой короткий период времени, но все же аркан умеренности– это аркан спокойствия. Это не есть переливание из пустого в порожнее. Нет, это спокойное состояние души в тот момент, когда мы принимаем важные решения. И значит, либо информация будет, либо предложение будет, либо будет какой-то вопрос или тема, которую вам нужно решать. И именно в определенном контексте вам это будет подано. Вы ожидали чего-то другого, а тут будет сопряжено с тем, что вам или вы вынуждены действовать так, как прежде вы не действовали. Вы никогда так не поступали. Или вы не отправлялись в то место, куда вам будет предложено. Мы можем испытывать замешательство, мы можем сомневаться, мы можем чувствовать, что вот эта гора как препятствие, а вам ее нужно все равно каким-то образом преодолеть, и у вас будет для этого возможность. В чем ваша сила, в чем ваши сильные стороны? Когда вы заканчиваете какую-то прокрастинацию и делаете выбор. Здесь, как я уже сказала, будет много, может быть, и новостей, или какого-то информационного шума. Это может быть, знаете как, и для вас вы можете такое ощущать, энергию, что передо мной открываются много вариантов, что же выбрать. Все же 7 кубков, много направлений или много желаний, может быть, а нужно выбрать что-то одно на данный период времени. И мы не можем застрять в каком-то далеком осмыслении. Все то, что я уже до этого времени говорила, уже не повторяюсь. Но, правда, Его Величество, выбор вам нужно делать, потому что на кону как и удача, как и возможности, новое качество жизни. И, может быть, у кого-то переезд, перемещение, я бы сказала, новый интерес к жизни, мои дорогие козероги. Дела, работа, бизнес. Королева мечей– это независимая позиция и очень такой правильный рационализм. Где-то скрытность, не без этого. В первую очередь это интеллект. И тогда примите во внимание, что наше сознание– это великий шаблон, который мы не все правильно понимаем, что есть интеллект, что есть сознание. Это разные вещи. Так вот, сознание– это где-то наш опыт. И почему я говорила по аркану умеренности, он вверху, что как нужно сделать то, чего вы не делали, или не действовали таким образом, или не обращались к этим людям, или не собирались к ним обращаться. А тут обстоятельства вас или для вас сужают некоторый фарватер, и нужно как-то себя перестроить или адаптировать к совершенно новой ситуации. И сделать это совершенно необходимо. Почему? Укрепить собственные позиции, никому ничего об этом не говорить. И тогда
Чем меньше люди знают, тем вы спокойнее спите, потому что если мы кому-то доверили, значит, это как сарафанное радио может разнести. Здесь концентрация на самом себе и адаптация к любым условиям жизни. Это сильная позиция, потому что то, что задумала королева мечей, а вообще изначально это прообраз Юдифи, да, вспоминаем Библию, и у нее бы не удалось войти в историю или осуществить ее очень важное дело, если бы она об этом рассказывала всем. Она буквально себя сохраняла этим и была готова к неожиданностям. Вот и вы будьте готовы к неожиданностям. Для вас будет важно иметь план А, план Б, план С. Вот это на самом деле для многих знаков зодиака в этот период. То есть быть готовым к тому, что в обстоятельствах, в ситуации или через людей что-то будет меняться. И для вас как адаптировать себя, так и организовать свою жизнь по-новому. Но это будет действительно как квантовый скачок. Будьте рациональны, безусловно. Мечи– это как раз рациональность. Это то, что присутствует в нашей жизни. Деньги. У вас сильная позиция, но прежде чем эту силу куда-то приложить, нужно самому очень хорошо подумать, куда же. Потому что, может быть, в течение этих дней, знаете, как один день, или какой-то очень узкий отрезок времени, когда и потребуется от вас принимать важное решение. Я могу сказать, что эмоции тут надо по вопросам денег, по крайней мере, точно удерживать. Вы можете получить деньги, кстати, почему нет по аркану сила. Или вы можете в этот период решить какую-то финансовую проблему, даже сложную, вот как с учетом аркана гора вы найдете. Как же обойти эту гору или как решить какой-то вопрос. Но будет много эмоций. И наш вот лев– это прообраз нашего эго. Он девушки у прекрасной девы, который символизирует как раз силу, находится на короткой цепочке. Держите эмоции на коротком поводке. Правда, прочитайте мою статью. Я думаю, некоторые позиции, когда вы переложите на реалии собственной жизни, для вас они, ну, так будут более конкретными. То есть не просто я тут о чем-то абстрактном говорю, а потому что именно быть реалистом в этот период очень важно. Мои дорогие девушки, может быть, это как карта вашей личной силы, потому что все же женская сила часто проигрывается по этому аркану. Это могут быть подарки. Или какой-то человек может быть заинтересован в вас самих. И здесь будет важно тоже где-то не зазеваться, потому что, ну, не попасть в какие-то сети тоже будет важно. Может быть, и по финансам. Не одевать на себя розовые очки, а быть, опять же, реалисткой. Мои дорогие мужчины, это у кого-то из вас может быть важная женщина в вашей жизни, и какие-то финансовые вопросы пересекаются. Может быть, это и ваша супруга, любимая женщина. Может быть, это и руководитель, и какой-то проект. Ну, здесь у каждого по-своему. Но помните, это для всех абсолютно. Карта силы– это карта как энергии карты мага. И поэтому маг и великий практик, реалист. Магами не рождаются, ими становятся. Поэтому поверить в собственные силы, но предполагать или допускать, что и сейчас какие-то происходят изменения, и в последующем наш мир будет меняться тоже. Поэтому, как и вот эти три плана, плана А, план Б, план С, когда нас ничто не застает врасплох. И второе– контроль над эмоциями. И, видимо, это очень важно. Через заработки или откуда к вам приходят деньги, или решение каких-то финансовых вопросов, неважно. Или вы работаете сами на себя, или у вас банально вопрос стоит по поводу «мне нужно заплатить кредит» или наоборот «я хочу получить ипотеку». Вот переложите эту энергетику на те задачи, которые вы перед собой ставите. Личная жизнь. А ведь правда, у кого-то тут любовь, мои дорогие козероги, туз кубков. И не только любовь, вот правда, карта силы, да. Рыбы, золотые причем рыбы. А рыбы– это один из символов нашего благосостояния, денег конкретно и перемещения. Ведь знак рыбы даже он изображен как две рыбы, которые плывут в разные стороны. Поэтому это еще и символ путешествий. А у вас еще вдобавок корабль выпадает или каких-то жизненных добрых перемен. Но вам нужно видеть, как в 3D измерении, лучезарная дельта, расположенная над кубком. Это то, что анализировать, опять же, нужно. То, что было когда-то прежде, или куда были потрачены усилия впустую, здесь нужно более конкретно для себя определить. Правильно оценивать
реальность, мои дорогие, 3D-измерение и видеть на пару шагов вперед. При любых вот каких-то фазах Луны или при любых по положениях планет, может быть, правильно реагировать на некоторые психологические контакты с определенными людьми, потому что вот эта ретроградность, стационарность, она у некоторых из нас может вызывать бурные эмоции. Нам могут кидать какие-то, ну, обидные слова. Каждый ведь по-своему воспринимает. Кто-то может поддаваться панике, кто-то у кого-то может... Вы можете столкнуться с таким, то, что мы называем токсичные люди. У кого-то через истерику, под попытки манипулировать. Вы можете, если выбор стоит, вы ведь можете кому-то сказать «нет», и тогда вы столкнуться, опять же, можете с тем, что как шквал эмоций, а вам нужно центр собственных интересов сохранять. Но это я так на всякий случай, безусловно, это карта радости, карта возможностей, что исполнится какое-то желание. И карта вашей силы. Прекрасное время для себя, какой-то квантовый прыжок в будущее. Пусть это будет на уровне вашего решения, мои дорогие козероги. Но важное решение– это 50% успеха. Когда мы определяемся, что или говорим чему-то «нет», вот я этого не хочу в своей жизни, и это не будет больше продолжаться, это значит, что мы выбираем более точный фарватер, куда приложим силы. Вообще у нас пара. У кого-то можно помириться, между прочим, правда. У кого-то согласование в высоких инстанциях. Король мечей– это рациональный человек. И по этой карте проходит очень много разных профессий. Здесь и люди идут в погонах, здесь идут люди в форме. Причем разная и форма, и погоны. У кого-то таможня, у кого-то врачи. И значит, если мы говорим о самочувствии, хотя нам не говорит эта карта про болезни, отнюдь нет. Но она нас призывает быть рациональными. Значит, если есть какие-то, ну, такие первые звоночки, вы недомогание ощущаете, значит, не надо додумывать, а нужно идти к врачу, потому что только доктор, поверьте, может оценить объективно ваше состояние здоровья. Может быть, есть какие-то важные согласования, и тогда карта будет говорить, узнай, как работает закон в отношении тебя. Возможно, для кого-то воспользоваться консультации специалиста, юриста, адвоката, если вы не сильны в юриспруденции. Опять же, есть какая-то конкретика. И мы от этого отталкиваемся от реальности и переводим наши эмоции в правильное русло. И тогда для вас нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые козероги, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.